Всех приветствую на своем канале. Есть довольно интересная проблема вот с этим Lexus. Это у нас 25-й год, Lexus NX 350. Есть несколько ошибок по коммуникации. Коммуникации нет у нас с модулем, который отвечает за Power Integration Module. Он у нас находится в очень интересном месте. Полчаса его искали. В All-Date есть описание, картинка даже, что он находится в этой части. Стали смотреть, где он находится. Обнаружили этот модуль прямо в стойке. Вот здесь полностью прикрытый. Вот его разъем. Тяжело отсюда увидеть. Сейчас попробую как-то поближе. В общем, модуль находится у нас здесь. Синий провод, вот, плюсовой, силовой, идет прямо в этот модуль. Этот модуль отвечает за питание очень многих систем. У нас автомобиль запускается, но очень странно работает. Постоянно у нас включен обдув, не работает нормально климат, не работают зеркала, не работают нормально дворники, по-моему, только в максимальном положении. Автомобиль был в ДТП, повреждена была вот эта часть. Как раз на этот модуль массы у нас идут вот сюда. Уже визуально все просмотрел, ничего явного такого не увидел. Открыл даже фотографию, как машина была на аукционе. Ну, повреждения были, но небольшие. То есть тут не было такого, что все было завалено или что-то было сильно оборвано. Сейчас хочу отсоединить разъемы от модуля. Посмотрим, что на них присутствует. Предохранители мы также все проверили. Предохранители все целые. Сгоревших предохранителей нет. Крючками отщелкнул разъем. Вот внизу силовой, а не коричневый, а серый. Вверху побольше. Это у нас основной разъем. Стал смотреть схему. Вот наш блок. Это его коммуникация. Я смотрю, что коммуникация завязана также на фары. Вот у нас распределительная коробка. И клиент говорит, что фара менялась. Сейчас что мы сделаем? Левая фара нормальная, а правая фара, говорит, была заменена. Сейчас подключим назад этот разъем. Также у нас отсутствует связь еще вот с этим блоком. То есть у нас все идет вот в этот блок, точнее через этот блок. Вот. И похоже, что это у нас сам блок предохранителей. Все идет сюда, и у нас с этим всем теряется связь. Вот черный провод. Вот, и мы выходим сюда. То есть, как вариант, у нас есть проблема с фарой, замыкается коммуникация, и у нас садится, потому что на самом разъеме, я уже проверил, масса есть. Кстати, интересный момент, сейчас тоже покажу. То есть у нас на разъеме все есть, масса есть, питание есть, все у нас там хорошо. Сейчас назад все подключаем. Конечно, тут подключить это тоже целое дело будет. Зачем туда этот блок спрятали, неизвестно. Окей, сейчас отодвину все и левой рукой туда его придется воткнуть. Разъем одел. Клиент говорит, что фары даже когда не было, проблема эта уже была. Кондиционер постоянно работал. Сейчас обе фары отсоединю. Доступ у нас тут неплохой. Вот один. Вот второй. Ну, второй даже можно тоже отсоединить. Это похоже на поворотник. Тоже отсоединим. И то же самое с этой стороны. Один. Сразу проверим. Так, ну кондиционер уже не дует, похоже. Ты видишь?
Мама дорогая. Ты видишь? Или нет? Или стал дуть? Смотри, можно менять. Видишь, теперь температуру видно. Да, а ничего не было этой, да? Кругляшком, ничего не было, кругляшком. Видишь? И справа-лево. О, окей, значит, проблема, похоже, в левой фаре. Ну-ка. Это, говоришь, фара родная, да? Да. Интересно. Ну-ка, подключаем левую фару. Так, подключим вот этот разъем. Ну вот, она, похоже, садит всю коммуникацию. Надо было так разобраться, чтобы понять. Нет, видишь? Не работает ничего. А, то есть вот эта часть не Всё, запускает. это первое показывает, что все не работает. Мониторы заработали, смотри, что. Нету ошибок-то нету. Подожди, дай вот так вот сделаем. Что еще не работало? Не работала blind spot, щетки. А, смотри, что. Водичка заработала, тоже не работала. Что еще? Memory seat. А, видал что? Все, поехал. Мама дорогая. Сейчас все собираем. Клиент, кстати, 2 часа ехал. Это мой подписчик. Постоянный клиент. Живет в Сан-Франциско, 2 часа дороги. Ехал, говорит, замерз. Постоянно у него работал AC, постоянно дуло. И также постоянно обдув сиденье. Он, говорит, уже укрылся, ехал 2 часа. Замерз, говорит, полностью. Сейчас сидит немножко там на солнышке, отогревается. Разъем на фару подключил. Это у нас поворотник, этот разъем. А на вот этом разъеме у нас всего 3 провода. Питание, масса и коммуникация. Сейчас подключил уже диагностику. Чистим все ошибки. Сейчас у нас сколько? 15 ошибок. Ошибки все стерлись, осталась одна ошибка по фаре. Вот такой довольно интересный случай получился. Фара требует замены. Цена фары $500. Ну а мы переходим к следующему авто. 23-й год, Silverado. После ДТП был разбит PCM. Наша задача установить PCM, запрограммировать его. Нам нужно запустить трак. Первым делом сейчас просмотрим всю проводку здесь, чтобы не было ничего у нас перебито. Также нужно будет установить трубки для того, чтобы, когда автомобиль запустится, чтобы у нас не выбежало масло из трансмиссии. Тут систему закольцевал, поставили все на хомуты. Также накинули уже PCM, просмотрел проводку, явных поврежденных мест нет. У нас еще проблема такая, что автомобиль не видит положение, то есть у нас ни паркинга, ничего нет. Машина с паркинга не снимается, сам рычаг. Перепроверили все предохранители. У нас есть один сгоревший в салоне на трансмиссию, на блок трансмиссии, на TCM. Сейчас его меняем. Поставил? Вот у нас появился значок паркинга, у нас не было положений. И также рычаг не переводился в нейтраль. Сейчас у нас все переводится. Здесь, чтобы принудительно перевести, можно использовать крючок. Здесь есть такой соленоид. И можно так чуть-чуть нажать. Механически принудительно, так сказать. Вот так нажать, и рычаг можно перевести. 69 ошибок. Все почистим и будем пришивать блок PCM.
блок прошился, у нас горит замок. Сейчас будем делать обучение мобилайзера. Пробуем заводить. Утром привезли нам батарею. Сейчас будем менять, так как эта батарея у нас вообще не берет зарядки. Полностью ноль. Сколько она не стояла у нас на зарядке вчера. Пришлось нам и зарядное ставить, и еще свою батарею дополнительную ставить, чтобы запустить. И также установим. Как установим? Не установим, а просто компьютер защелкнем вот в этот бракет, чтобы он не валялся. Немножко его закрепим, чтобы можно было машину на эвакуатор загнать. Батарея на месте. Модуль тоже подвязал вот здесь. Понятно, что машина еще к нам вернется. Тут много чего еще нужно сделать. Надо сначала все собрать, полностью привести все в порядок. Тогда можно будет закончить. В общем, пока на этом все с этим авто.